Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень красивый и в то же время простой узорчик крючком. Для вязания я буду использовать 3 цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок будет троечка. Смотрите, такой узор лучше всего вязать либо при помощи тунисского крючка, длинного вот такого, либо если у вас полотно еще длиннее, тогда стоит взять крючок с вот таким вот ушком, куда продевается ниточка, и уже на эту ниточку спускаются петли. Также такие крючки есть уже с леской на конце. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку не затягиваем, она будет служить нам первой рабочей петлей. И дальше набираем столько петель, сколько нам необходимо для нашего изделия. Самое главное, чтобы количество петелек было кратно 2. Я для образца провязала небольшую цепочку. Теперь смотрите, во вторую петлю от крючка, первая, вторая, заводим крючок и вытаскиваем ниточку, оставляем на крючке. Следующую точно так же вытащили и оставили на крючке. И так до конца ряда. Из каждой петельки мы должны вытащить одну петлю. Провязываем так до конца. Вот мы с вами дошли до конца ряда, и теперь будем закрывать в обратную сторону наши петли. Сначала провязываем одну петлю, а дальше по 2. То есть одна петля, которая у нас была только что провязана, и вторая с нашего ряда. То есть 2 петельки. Опять 2, 2 и так далее, пока не дойдем до конца ряда. Теперь смотрите, у нас вот здесь вот получились вертикальные вот такие вот полосочки. И между этими вертикальными полосочками есть окошки. Вот вязать мы будем в эти окошки. Вот в первое окошко заводим крючок, вытаскиваем ниточку, делаем накид. Еще раз в это же окошко заводим крючок, вытаскиваем второй раз ниточку, накид. И в это же окошко третий раз вытаскиваем нить. Теперь следующее окошко пропускаем и через одно заводим крючок, вытаскиваем ниточку, раз, накид, сюда же в это же окошко 2, накид, сюда же 3. Опять одно окошко пропускаем и через одно заводим крючок, провязываем раз, накид, сюда же 2, накид, 3. И по такому принципу вяжем до конца ряда. В конце ряда вот у нас осталось 2 окошка, одно мы пропускаем, а во второе, в последнее, провязываем раз, накид, сюда же 2, накид, 3. И теперь находим последнюю вот эту вот нашу петельку, заводим вот таким образом крючок и вытаскиваем из последней петли еще одну ниточку. Теперь будем закрывать наш ряд. Провязываем сначала одну петельку, теперь провязываем первую вот эту вот нашу связку, вот эту, их видно хорошо. Захватываем ниточку и провязываем ту петлю, которая у нас была провязана перед этим, и все наши вот эти вот нитки до следующей связки. Теперь провязываем одну и опять все петельки следующей связки. Одну, все петельки следующей связки. Одну и опять все петельки следующей связки. Одну. По такому принципу мы вяжем с вами до конца этого ряда. Дошли до конца ряда. Теперь смотрите, провязываем все петли следующей связки. И у нас остается одна петелька здесь на крючке. Теперь мы провязываем раз и 2. Желтую нитку я не обрезаю,
а просто через эту петельку протягиваю ниточку, желтую нить оставляю, провязываю 2 воздушные. И теперь находим вот там, где у нас был вот этот промежуток, но мы будем с вами вязать не вот сюда в окошко, а вот на ряд ниже. Заводим вот сюда вот крючок, получается как бы у нас вот вертикальная полосочка и вот. И вот между ними мы заводим крючок, вытаскиваем ниточку, делаем накид и опять сюда же. Раз, накид, 2. Поехали дальше опять. Вот вертикальная и вот полосочка вертикальная. Заводим между ними крючок, вытаскиваем ниточку, делаем накид и сюда же еще раз, накид, 2. Находим следующие 2 вертикальные полосочки, заводим сюда крючок, вытаскиваем раз, ниточка, накид, сюда же 2, накид, сюда же. По такому принципу мы будем вязать весь этот ряд. Вот вертикальная, вертикальная, вытаскиваем раз, ниточка, накид, сюда же 2, накид, 3. Провязываем так до конца этого ряда. Доходим до последнего нашего вот этого окошка, провязываем раз, накид, сюда же в окошко 2, накид, 3. И теперь вот здесь вот находим вторую петельку. Вот если отсюда посмотреть, как бы вот она крайняя вершинка, да, вот этого нашего поворота. Сюда заводим крючок. В принципе, если вы здесь где-то ошибетесь, это не так страшно. Заводим сюда крючок, провязываем раз и 2. Теперь будем идти в обратном порядке. Теперь мы с вами провязываем петлю, которая была у нас на крючке, и сразу провязываем первую связку. Теперь одна петелька, связка следующая, одна, следующая связка, одна и так далее. В конце ряда провязываем последнюю связку, одну и теперь 2 петли. Красную нитку я также не обрезаю, я ее оставляю, а протягиваю новый цвет и провязываю 2 воздушные. И теперь смотрите, первый у нас промежуток, вот первое окошко, мы будем вязать в него, но только вот если посмотреть вершинку желтого вот этого пышного столбика. Вот, сейчас я постараюсь вам показать. Вот эта петелька. Вот под эту вершинку, вот сюда мы заводим крючок и вытаскиваем раз, ниточка, накид, сюда же 2, накид, 3. Находим следующую нашу вот эту вот петельку желтую, вот она, заводим под нее крючок, вытаскиваем раз, ниточка, накид, 2, накид, 3. Следующая петелька желтенькая, вот вершинка, видите, вот она, вытаскиваем раз, ниточка, накид, 2, 3. И по такому принципу вяжем до конца ряда. Доходим до конца ряда, вот наш пышный столбик желтенький, мы также в него провязываем такой же элемент, как и везде. И теперь вот здесь находим вторую петельку, первую, вторую, во вторую петельку заводим крючок и вытаскиваем ниточку. И вяжем в обратном порядке сначала одну петлю, потом вторую, чтобы получить точно так же, как вот в предыдущем ряду, 2 воздушные. И теперь провязываем раз петелька,
Дальше вяжем все нашу вот эту связку. Теперь одна петелька, дальше опять связка, одна петелька и так далее. То есть точно так же, как мы с вами вязали в предыдущих рядах. В конце ряда провязываем 1 и 2. Дальше смотрите, я беру желтый цвет, желтую ниточку, которую я вязала, и протягиваю ее выше к нашему ряду. Смотрите, можно, конечно, нитку и обрезать, если для вас это принципиально, но так как здесь небольшие расстояния, протяжки будут небольшими. Вытаскиваем ниточку и провязываем 1, 2, 2 воздушные. И теперь смотрите, будем вязать с вами вот сюда, в вершинку красного ряда. Опять-таки находим вершинку пышного красного элемента нашего, заводим крючок и вяжем, как всегда. Находим следующий красный наш пышный столбик и провязываем точно так же, как и в прошлом ряду. Таким образом вяжем до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, и нам нужно сделать точно так же, как в начале. То есть мы находим нашу вот эту вот вторую петельку, в нее заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем 1 и 2. И теперь в обратную сторону закрываем наше вязание. Как всегда, провязываем сначала одну петлю, а дальше провязываем одну петельку и связку. Одна петля, связка, одна, связка. Провязываем до конца ряда. В конце ряда провязываем 2 петли. Все, теперь меняем следующий цвет. Протягиваем 1, воздушная, 2. И теперь будем вязать вершинку вот этого ряда. То есть видите, у нас рисунок повторяется. Мы всегда вяжем вершинки на ряд ниже, и узор тот же самый. Все, провязываем так же, как обычно. Все, завершаем ряд, провязываем последний наш пышный элемент. И во вторую петлю еще одну петельку. И закрываем ряд. Сначала одна петля, вторая, чтобы получилось 2 воздушные. Дальше закрываем одну. И теперь связка. Одна петелька, связка и так далее до конца ряда. Все, закрыли ряд и дальше опять перетягиваем новый цвет и будем повторять наше вязание. По такому принципу мы можем провязать неограниченное количество рядов, столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. И вот так вот выглядит узор, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.